Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, как его называют местные жители, одно из самых загадочных мест на планете. Этот клочок вулканической земли затерян в бескрайних водах Тихого океана в 3500 километров от побережья Чили и считается самым отдаленным от материков населенным островом. Казалось бы, островок площадью 163 километра квадратных, где и сегодня-то живет всего около 8000 человек. Чем он может быть примечателен? Ничем, кроме гигантских, невероятно древних и абсолютно необъяснимых статуй. На острове Пасхи стоят гигантские каменные статуи Моаи, молчаливые и таинственно взирающие на мир. Откуда они взялись? Этого не знает никто. Может быть, их возвела какая-то высокоразвитая древняя раса? Или поработали пришельцы? Или, верно, какое-то более прозаическое объяснение? Одно из тех, что предлагаются во множестве. Давайте разберемся. Остров Рапа-Нуи сформировался около 750 тысяч лет назад в результате извержения 3 вулканов. Один из них по совместительству самая высокая точка острова – 539 метров. Ландшафт острова – это сочетание скалистых берегов, кратеров, превратившихся в озера, и холмов, покрытых травой. По данным генетических исследований, полинезийцы прибыли сюда между 700 и 1200 годами нашей эры, преодолев тысячи километров на каноэ. Они привезли с собой батат, кур и традиции монументального строительства. Климат Рапа-Нуи тропический, практически курорт, но место это все равно не гостеприимное. Тут нет естественных бухт и дуют постоянные ветра. Европейцы открыли остров только в 18 веке. Первым к берегам Рапа-Нуи пристали корабли голландского капитана Якоба Роггевена, возглавлявшего экспедицию Вест-Индской компании. Это случилось 5 апреля 1722 года, в пасхальное воскресенье. Так что над названием долго не думали. Остров Пасхи. На тот момент на острове жили около 3000 аборигенов. С длинноухими, как моряки называли местных из-за их оттянутых до плеч мочек ушей, сразу случился конфликт. Из-за недопонимания голландцы открыли огонь, убив несколько островитян. В дневниках членов экспедиции записано: они падали как подкошенные, но остальные не бежали. Они стояли и смотрели на нас с ужасом. Позже рапануйцы умилостивили пришельцев дарами – курицей и бананами, и ситуация разрешилась. Однако беды местных жителей на этом не закончились. Спустя 48 лет после Роггевена к острову подошли испанские корабли, и капитан Фелипе Гонсалес объявил Рапа-Нуи владением Испании. Хотя Мадрид об этом в итоге даже и не узнал. Аборигенов немедленно покрестили, дали несколько Евангелий, после чего испанцы ушли и забыли про остров. Испания так и не воспользовалась своей территорией, но рапануйцы запомнили, что белые люди любят странные церемонии. К 1800 годам остров стал перевалочным пунктом для китобоев и работорговцев. Рапануйцев угоняли на американские, французские и британские корабли, после чего везли на ближайший латиноамериканский рынок и продавали за не очень большие деньги. Французский адмирал Дютру Барнье в 1860-х годах даже женился на одной из местных девушек и объявил себя королем острова. Однако долго он не процарствовал. Его собственные подчиненные подмешали яд в вино и отравили адмирала. А девушку позже убили соплеменники за политическую несознательность. Сильнее всего рапануйцы пострадали от перуанских работорговцев, которые в 1862 году вывезли в рабство сразу 1500 человек, половину населения острова. Аборигенов продавали для работы на гуановых рудниках, где люди массово умирали за несколько месяцев от жары и ядовитых испарений. Работорговцам на жертву было наплевать. Гуано, то есть разложившийся помет морских птиц, на тот момент стоил бешеных денег. Это был ценный источник азотных и фосфорных удобрений, а также сырье для производства взрывчатки и пороха. Времена были уже относительно цивилизованные, случился большой скандал в европейской прессе, и под давлением международного сообщества перуанцы вернули на остров выживших.
15 человек. Выжившие привезли с собой домой оспу, из-за которой к 1877 году вторая половина аборигенов вымерла почти поголовно. На острове осталось что-то около сотни человек. Чуть позже Рапа-Нуи выкупили у местных власти Чили. Стоило это 6 тысяч фунтов стерлингов. Договор подписал местный вождь, который не умел писать и просто нарисовал в договоре петуха. Так что теперь это чилийская территория. На все эти печальные приключения безучастно смотрели статуи Моаи. Когда голландские моряки впервые увидели на побережье несколько десятков этих каменных гигантов, реакция была неоднозначной. Это было не восхищение, скорее смесь страха и недоумения. Огромные человеческие головы Моаи стояли на платформах, частично вкопанные в землю, и казалось, что они растут прямо из грунта. Вот что записал в дневнике Карл Бернс, один из офицеров экспедиции. «Мы увидели огромные каменные фигуры высотой до 30 футов, это что-то около 9 метров. Сначала мы решили, что они сделаны из глины и покрыты камнем. Настолько неестественно выглядели их правильные черты». Роггевен обратил внимание, что рапануйцы разводили костры перед статуями, клали у подножья белые камни, возможно, подношений, и совершали какие-то ритмичные движения, танцевали и молились. Будучи христианами, члены экспедиции посчитали, что все это какой-то сатанизм. Но в целом Роггевен и команда так и не поняли конкретного назначения Моаи. Они полагали, что статуи – это алтари для жертвоприношений, которые, по-видимому, были возведены как памятники вождям. Для голландцев XVIII века идея, что дикари могли создать нечто подобное, была абсолютно немыслима. Они решили, что Моаи построила какая-то более древняя цивилизация, жившая на острове до рапануйцев. Однако ничего конкретного Роггевен так и не выведал, потому что не знал местного языка и объяснялся жестами. Проблема коммуникации с аборигенами стала в истории со статуями ключевой. После рабовладельческого рейда перуанцев в 1862 году и последовавшей эпидемии оспы на острове исчезли многие кланы длинноухих, которые были носителями древних знаний о Моаи. Прервалась и практика устной передачи истории из поколения в поколение. Множество деревянных табличек, образчиков рапануйской письменности, которая называлась ронга-ронга, сожгли христианские миссионеры. Тут было уже не до тайны статуи. Практически исчез сам рапануйский язык. Всего на острове Пасхи найдено около 900 статуй Моаи. Самая маленькая примерно 3 метра в высоту, в среднем они по 10 метров. Исключение одно – статуя высотой 21 метр, но ее так и не закончили. Сделаны Моаи из мягкого вулканического туфа. Есть парочка экземпляров из базальта. Статуи весят от 20 до 90 тонн. У некоторых Моаи были коралловые глаза с красными зрачками из камня. Их вставляли только во время ритуалов. Тогда статуя оживала. Изготавливали статуи в каменоломне, следы которой обнаружены под вулканом Рана-Рараку. Это так называемый вторичный вулкан на склонах другого вулкана, самого крупного на острове, под названием Тиривака. Каменоломню оказалось очень просто найти. Чуть меньше половины всех статуй так и остались лежать там в разной степени готовности. Кратер вулкана заполнен пресноводным озером, вокруг которого обильно растет тростник. Его рапануйцы использовали для строительства лодок и изготовления крыш. Вулкан сложен из мягкого вулканического туфа, идеального материала для резьбы. Его легко обрабатывать каменными зубилами, но при этом он довольно прочен. Туф также богат кальцием и фосфором. Его использовали в сельском хозяйстве как удобрение для батата и бананов. Так что исследователи допускают, что некоторые статуи рапануйцы оставляли в каменоломне специально, считая, что их присутствие влияет на плодородие почвы озера. Заготовки начинали вырубать с лица, постепенно переходя к ушам, плечам и туловищу. После обработки лицевой части статую отрезали от массива и спускали по склону на катящихся бревнах. Однако споры о методах перемещения статуй продолжаются. Некоторые исследователи полагают, что использовалось вертикальное шагание. Статуи раскачивали с помощью веревок и перемещали
шажок за шажком. Эффективность обоих методов подтверждена экспериментами. В 1950-х Тур Хейердал доказал, можно тащить статую горизонтально, подкладывая под нее деревянные катки. В 2012-м ученые провели опыт с канатами и раскачиванием. 18 человек смогли сдвинуть 5-тонную копию Моаи на 100 метров за 40 минут. Тем не менее, некоторые местные верят, что Моаи передвигались по команде жрецов с помощью колдовства. После спуска вниз добавляли детали – шею, спину, шлифовали поверхности. Потом транспортировали до нужного места, рыли здоровенную яму и закапывали в нее Моаи на 2/3. На склонах вулкана можно увидеть все стадии производства – от едва намеченных контуров до почти готовых гигантов. Есть несколько теорий о том, почему рапануйцы в какой-то момент прекратили делать статуи. По одной из них, междоусобица длинноухих привела к разрушению общества, что усугубилось эпидемией оспы. Стало просто не до монументов. По другой теории, вырубка лесов для транспортировки статуй вызвала эрозию почв и голод. Есть и третья, еще более приземленная теория. Каменотесы доковыряли вулкан до слишком твердых участков пород и бросили это занятие. Но, конечно, ключевой вопрос – зачем же вообще были нужны эти статуи? Большинство Моаи стоят спиной к океану, лицом к деревням, как бы для того, чтобы присматривать за людьми и защищать их. Однако 7 статуй все-таки смотрят на океан. Может быть, символизируют предков и их вождей Моаи или высматривают угрозу от пришельцев-мореплавателей? Версия с удобрениями уже упоминалась. Может быть, статуи стоят по всему острову, чтобы повышать плодородие. Это может объяснить их количество. Чем хуже шли дела с едой, тем больше аборигены надеялись на помощь идолов. Но есть и более экзотическая теория. Самая популярная теория – Моаи – это навигационные метки для НЛО. Якобы пришельцы вырезали их, чтобы отмечать места для посадки или указывать путь к подземным базам. Аргументы сторонников теории простые. Слишком сложная эта технология для примитивных племен. Как аборигены без колеса и металлических инструментов создали 900 гигантов? Инопланетяне – другое дело, но они просто вырезали лазером, да и все. Идея о внеземном происхождении Моаи стала популярной в 60-х благодаря швейцарскому писателю Эриху фон Деникину. В книге «Колесницы богов» он заявил, что это работа инопланетян, которых древние приняли за богов. Позже теорию подхватили уфологи. Сторонники теории находят скрытые коды в расположении Моаи. Некоторые группы статуй образуют треугольные кластеры и другие геометрические фигуры, которые якобы соответствуют звездным картам, например, созвездию Ориона. Отдельные платформы-постаменты совпадают с точкой восхода этого созвездия. К слову, важного навигационного маркера для полинезийцев. Следы внеземных технологий видят в петроглифах с космонавтами. На спинах некоторых Моаи вырезаны фигуры, напоминающие людей в скафандрах. Академическая наука полагает, что это стилизованные изображения духов Аку-Аку, а красные цилиндры на головах статуи воспринимаются как шлемы или антенны. А в уничтоженных миссионерами табличках Ронга-Ронга конспирологи видят инструкции по работе с инопланетным оборудованием. Уфологи связывают Моаи с другими мегалитами и включают их в теорию единой сети. Они предполагают, что остров Пасхи – узловая точка неких энергетических линий Земли, которые соединяют Стоунхендж, пирамиды Гизы и Мачу-Пикчу. Кроме того, по слухам, под Рана-Рараку есть туннели, ведущие в секретные бункеры пришельцев. Геологи принимают их за вулканические пещеры, но кто знает, может быть, пришельцы спрятали свое оборудование слишком глубоко. В общем, как писал Тур Хейердал, здесь время остановилось, оставив нам вопросы без ответов. Как бы то ни было, остров Пасхи – это нечто потрясающее, причем со всех точек зрения. Для этого ему даже не обязательно было быть базой для летающих тарелок. В конце концов, история о том, как обычные полинезийцы превратили несколько десятков тонн вулканического туфа в загадку на века, не менее удивительна. Кто знает, может быть, они сделали это просто по приколу, чтобы потомкам было над чем ломать голову.